Привет, я доктор Берг с парой советов о том, что делать, если под глазами темные круги. Вот, посмотрите, я тут нарисовал. Дело не в какой-то одной проблеме. Причин, которые их вызывают, может быть несколько. Да, это может быть наследственное, но если нет, и если ваши родные этим не страдают, присмотритесь вот к чему. Первое. Носовые пазухи. Если ваши пазухи забиты слизью, это говорит о застое лимфы. Из-за того, что глаза окружены лимфоузлами, может возникать припухлость. Кроме того, кровь течет обратно по венам. Вены синего цвета. Поэтому будет эффект потемнения под глазами. Это следствие застоя лимфы и обратного кровотока. Если проблема в этом, то лучшее решение для прочистки пазух — средство для промывания носа. Ссылки будут под видео. Есть очень хорошее средство — молозиво. Оно помогает иммунной системе бороться с аллергией. Я также дам ссылку на подробное описание. Еще можно попить так называемый мормонский чай. Что это такое? Мормонский чай — это слабая версия эфедры. Не знаю, слышали ли вы об эфедре. Ее сняли с продажи, потому что она повышает адреналин. Но, честно говоря, опасность этого совсем мала, даже по сравнению с опасностью от аспирина. Она очень хорошо помогает от заложенности носа и затянувшейся пневмонии, а еще от астмы и бронхита. И очень эффективно. Этот чай пьют уже 2000 лет. Конечно, его нельзя запатентовать, и он недорогой. Если пить его под наблюдением, следить за давлением, не пить при беременности, проблем не будет. Этот чай очень хорошо пить в первой половине дня, чтобы убрать застой лимфы и насморк. И, конечно, питание. Не употребляйте молочные продукты и никаких продуктов из пшеницы. И то, и другое может забивать пазухи. И вот еще что. Допустим, вы пришли в ресторан и съели блюдо, где есть мясо и сахар. Или, например, хот-дог или бургер с булкой, картошку фри, кока-колу. Это тоже может привести к заложенности носовых пазух. Это еще одна причина. Приведите в порядок свою диету, и пазухи очистятся. Перейдем к печени. Если вы делаете чистку организма или в печени накопились токсины, под глазами, возможно, тоже появятся темные круги. Лучшее средство — простая расторопша. Она борется с повреждениями печени. Это отличное и безопасное средство. От нее не будет реакции, как при детоксикации. У многих, кто принимает молозиво или пробиотики, возникает иммунная реакция, приводящая к такой же проблеме. Принимая любой препарат впервые, включая молозиво, начните с небольшой дозы. И, думаю, расторопша проблем не вызовет. Теперь рассмотрим надпочечники. При усталости надпочечников, чрезмерном стрессе и недосыпе тоже могут появиться темные круги под глазами. Нужно заняться надпочечниками. Это тема отдельного видео, внизу будет ссылка. Первым делом начните подолгу гулять. Не сидите круглосуточно возле компьютера. Нужно высыпаться. Все, что делается для улучшения сна, это большой плюс. И следующий пункт, который мы обсудим, как раз сон. Пожалуй, это самый важный пункт. Повысив качество сна, можно избавиться от темных кругов под глазами. Так что сон очень важен. Витамин D помогает надпочечникам, он же улучшает сон, поэтому ежедневно бывайте на солнце. Мы уже обсудили, что прогулки снижают стресс. Его еще снижает богатая калием еда. Калий — физиологическое успокоительное, он расслабляет тело, удаляет натрий, избавляет от лишней жидкости в теле, еще одной причины этого. Обычно нарушенный баланс калия и натрия приводит к появлению мешков под глазами, но кожа от этого не обязательно потемнеет, но высыпаться нужно в любом случае. Еще одна причина — аллергия. Если вы аллергик, от чего, кстати, и пазухи могут страдать, вам очень поможет высокая доза витамина С. Молозиво тоже борется с аллергией, как и некоторые другие препараты. Под видео я дам ссылки. Посмотрите, что из этого подходит вам. Определившись, сосредоточьтесь на этом. Имейте в виду, что кожа под глазами очень тонкая, и поэтому под ней легко увидеть вены. Они синие и могут выглядеть как темные круги. Пробуйте мои советы и пишите комментарии. Большое спасибо за просмотр.
Кстати, нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы быть в курсе, и я буду держать вас в курсе. Нет, ерунда какая-то. Наверняка вы уже подписались, но если нет, нажмите на эту кнопку, чтобы узнавать о новых видео.